Друзья мои, всем привет! Сегодня мы поговорим про животных в Manor Lords. Для удобства разделим их на два блока – логистика и производство. Логистику разберем быстро, пробежим по базе для новичков, а вот производству уделим максимум внимания. Разберем бонусы от перков, влияние природной среды, выясним, сколько семей нужно для охоты или рыбалки и многое другое. А самое главное, ответим на вопрос, кого и сколько покупать. Не пугайтесь обилия цифр, я все поясню и выделю самое важное. Уверен, что каждый из вас найдет для себя что-то новое и применит это в своем идеальном городе. Усаживайтесь поудобнее, давайте начинать. К логистике у нас относятся валы, лошади и мулы. Начнем с валов. Это главная рабочая сила, только они могут таскать бревна, и без них стройка просто встанет. На старте у вас всегда есть один вол, и если вы начинаете игру с региональным богатством, мой совет – первым делом купите второго вала и постройте для него привязную стойку. Это ускорит развитие города. Валов можно закреплять за конкретными зданиями, например, за лагерем лесорубов или пильной ямой. Также они незаменимы в поле. Для этого в житнице нужно сделать улучшение пристройка для плугов, и после вы сможете назначить их на работы. С валами работы идут быстрее, но помните правило, на одном поле может работать только один вол. Поэтому не делайте огромные поля, лучше разбейте землю на участке от 0,5 до 1 моргена, а для меньшего числа разворотов делайте более вытянутые поля. Так валы работают эффективнее. Переходим к лошадям. Они необходимы для эффективной торговли в фактории. Лошадь в разы увеличивает объем перевозки товаров. Если торговец ходит пешком, он переносит до 10 единиц товара, а верхом на лошади в 5 раз больше. Поэтому советую как можно раньше купить лошадь для вашего торговца, и главное, не забудьте назначить ее в факторию, иначе торговец и дальше будет ходить пешком. Последние в нашем списке мулы. Они используются в миновой торговле между вашими регионами. Для такого обмена вам нужен пункт погрузки, где вы выбираете, какими ресурсами и с каким поселением хотите обмениваться. Но не забывайте, что этот обмен только между вашими регионами, поэтому на ранних этапах игры мулы вам не понадобятся. Важный момент. Всегда проверяйте наличие свободных мест перед покупкой. Стройте новые или улучшайте старые привязные стойки до хлева, когда заказываете валов или лошадей. Если свободного стойла не будет, животное убежит, и вы впустую потратите деньги. А где же заказывать животных? Валов и лошадей можно заказать через привязную стойку или хлев. Также лошади доступны в самой фактории, а мулы в пункте погрузки. В нем, кстати, есть как раз 2 встроенных стойла. Но помните, таким способом можно покупать животных не чаще 1 раза в месяц. Если ждать не хочется, стройте пункт торговли скотом. Здесь вы назначаете своих торговцев и выставляете лимиты. Ограничений по времени на покупку тут нет. Здесь тоже есть 2 дополнительных стойла и еще пастбище на 4 места. Помимо рабочих животных, тут можно купить овец и ягнят. И на этом моменте мы переходим ко второму блоку нашего видео – производство. Итак, наш список животных, которые мы отнесли к производству, выглядит следующим образом. Для простоты разделим их на 3 категории – пассивные поступления, активный сбор и промышленность. Начнем с категории пассивные поступления. Сюда мы отправили тех животных, которые находятся в пристройках ваших жилых участков – свиньи, козы и куры. Вы один раз платите региональное богатство и получаете ресурсы без участия семей. Перейдем к цифрам. Перед вами базовые циклы производства по каждой пристройке. Это означает, что на производство не действуют никакие бонусы. Какие же ресурсы мы получаем? Свиньи. Каждые 56 дней дают нам 2 мяса. Козы. Каждые 49 дней 1 молоко. И каждые 147 дней, то есть каждый 3-й цикл, 2 мяса и 2 шкуры. А в курятниках каждые 35 дней 1 яйцо и каждые 140 дней 1 мясо. Это были базовые циклы, которые я получил, исходя из замеров по каждой пристройке. А теперь давайте поговорим о бонусах. Обратите внимание на результаты со свиньями. Как видите, тут цикл производства меняется в зависимости от эффективности.
И чтобы его рассчитать, вам нужно базовый цикл разделить на эффективность и округлить результат. Исходя из этого, мы делаем вывод, что чем выше эффективность, тем меньше цикл производства, а значит мы получим больше ресурсов. Давайте немного углубимся в механики игры. Во вкладке «Природная среда» вы можете заметить, что на свиней действует бонус от леса, и бонус этот составляет 30%. Поэтому, чтобы рассчитать базовый цикл, мне пришлось полностью вырубить лес в регионе и довести коэффициент до единицы. Лес напрямую влияет на производство свинины, и чем больше его в регионе, тем больше мяса вы будете получать. Для тех, кто хочет понимать механику досконально, я вывел формулу расчета. Квадратные скобки здесь означают функцию антье. Простыми словами, это округление в меньшую сторону. Возьмем для примера регион, где лес составляет 53%. Считаем 53 умножить на 0,3, получаем 15,9. Округляем в меньшую сторону. Далее делим на 100. Прибавляем к единице. И наша эффективность равна 1,15. Это число мы и должны увидеть в общих сведениях наших хозяйств со свиньями. Но я не случайно привел этот пример, потому что когда я сравнивал теорию с практикой, это был как раз один из случаев, когда цифра в игре не совпадала с расчетами. Взгляните на таблицу. Здесь я сопоставил формулу и реальные показатели из игры. И обратите внимание на красные строки, например, 53% леса, формула дает нам 1,15, а игра показывает 1,16. Все дело в том, что реальный процент леса в игре может быть, например, 53,4, что уже дает нам эффективность 1,16. Но в интерфейсе отобразится как 53, потому что здесь округление работает стандартным способом. Поэтому, когда я вырубил немного леса и дошел до чистых значений, все стало на свои места. К слову, для огородов, садов и полей эффективность также работает, только в категории лук. Конечно, высчитывать все вручную нет необходимости. Вы можете просто кликнуть на участок и в общих сведениях увидеть готовый коэффициент. Но для более глубокого понимания игры знать это не помешает. Что касается кур и коз, для них бонусов от природной среды нет. Однако на их эффективность влияют два перка. Мелкие фермеры Бамберга и кузнецы Пассао. Первые увеличивают эффективность на 20%, а вторые наоборот уменьшают. У свиней же показатели складываются. То есть если от леса у вас эффективность 1,12, а кузнецы дадут минус 20%, то на выходе вы получите 0,92. Теперь перейдем к вопросу, который часто задают новые игроки. Влияет ли размер участка или количество семей на объем производства? Я не раз говорил, что нет, но чтобы убедиться, давайте посмотрим на примере загона со свиньями. Возьмем два участка, один большой, где проживает одна семья, а второй гораздо меньше, но уже с 4 семьями. Как видите, мясо появляется день в день. К вопросу, кого и сколько покупать, мы вернемся в конце видео. А пока переходим ко второй категории нашего блока – активный сбор. Прежде чем мы продолжим, важное уточнение. Чем ближе семьи живут к месту работы, тем больше они смогут добывать ресурсов. У меня же все жили рядом, поэтому все расчеты и цифры, которые вы увидите дальше, актуальны, учитывая это условие. Это касается рыбаков, охотников, пастухов и прочих. Начнем с рыбалки. Тут может быть два варианта. Либо пруд с карпами, либо угри в озере или реке. Сразу отмечу, что угри гораздо выгоднее. Мало того, что они стоят почти в 2 раза дороже, так на них еще и не влияет засуха, которая может запросто осушить пруд с карпами. Разберемся с математикой размножения. Прирост рыбы происходит трижды в год. 1 марта, 1 апреля и 1 мая. Он составляет 40% от остатка на конец предыдущего месяца. Например, если на 31 марта в пруду 200 рыб, то 1 апреля их станет 280. В моем же примере резерв в 200 единиц маловат, мы теряем потенциальный прирост. Главная формула идеального резерва следующая. Делим объем вашего депозита на 1,4 и округляем в меньшую сторону. Так вы выжмете максимум из водоема. Важный момент по семьям. Для рыбалки берите кого угодно, кроме владельцев огородов.
Весной, в пик размножения рыбы, такие семьи отвлекаются на свои грядки, и улов падает. Любая другая семья ловит в среднем 50-55 рыб в месяц, и для стандартного депозита вам хватит одной-двух семей. Если же вам достался королевский депозит, разберем оба случая. Карпы. В пруду у нас 11 мест для ловли. Обычно здесь требуется 2 или 3 семьи. Ориентируйтесь на цифру 360. Если лимит депозита выше, скорее всего понадобится третья семья. Но мой совет: сначала просто понаблюдайте. Если видите, что 2 семьи справляются и пруд не переполняется выше нормы, лишних людей можно не назначать. Совет по застройке. Для пруда с короной лучше поставить 2 закутка рыбака на небольшом расстоянии. Рыбаки занимают ближайшие свободные места, и при такой расстановке эффективность будет выше. Переходим к рыбалке на угря. Он водится в озерах и реках разного размера. Главное отличие здесь – количество мест для ловли. Их всего 6, поэтому третья семья будет только мешать, и оптимально использовать 2 семьи. Как и с карпами, лучше ставить закутки на небольшом удалении друг от друга для максимальной эффективности. Что касается резерва, то если ваш депозит до 360 рыб, используйте стандартную формулу деления на 1,4. Но если депозит выше, например, как у меня 408 рыб, расчет становится чуть сложнее. Чтобы получить идеальный резерв для такого запаса, нам нужно учесть улов за каждый месяц размножения. Сначала делим депозит на 1,4, потом прибавляем улов за апрель, снова делим на 1,4, прибавляем улов за март и снова делим на 1,4. Округляем результат в меньшую сторону и получаем резерв в 272. Такой расчет позволит вам не упереться в лимит и получить максимальный улов. Понаблюдайте пару лет за рыбаками, возможно, надо будет подкорректировать резерв. Для тех, кто хочет высчитать все до единицы, я подготовил шпаргалку с формулой. А если не хотите забивать голову математикой, просто пользуйтесь моей таблицей. В ней уже рассчитаны ориентировочные резервы из расчета, что одна семья добывает в среднем 50 рыб в месяц. О бонусах и дебафах. Прямых бонусов для рыбалки в игре нет, но есть перк «Каменщики Штрасбурга», который дает штраф, и рыбаки работают на 20% медленнее. Поэтому для назначения дополнительных семей ориентируйтесь уже на цифры 165 для обычного депозита и 330 для депозита с короной. И напоследок предостережение. Никогда не стройте мост прямо поверх рыбного места. Это физически уменьшает размер депозита, и вы своими руками урежете себе добычу ресурсов. Не делайте такую ошибку. Перейдем к охоте. Сперва я замерил, как цикл размножения зависит от количества зайцев в популяции. Для каждого резерва я записывал даты появления новых животных, и как вы можете заметить, здесь присутствует элемент случайности. Поэтому для итоговых выводов я взял средние показатели и округлил их до половины. К примеру, когда в популяции всего 2 животных, мы видим, что обычно проходит 31-32 дня до появления нового зайца. Но в какой-то момент этот срок вырос до 52 дней. Поэтому для резерва из 2 зайцев я записал средний цикл в 33 дня. А если рассмотреть резерв в 21, то там сроки чередуются между 3 и 4 днями. Среднее же значение получилось 3,41, но в итоговой таблице для удобства я указал 3,5. На основе этих данных я составил итоговую таблицу, где выделил оптимальные значения. Зеленым цветом здесь отмечены самые эффективные зоны. Без короны мне попадались депозиты от 16 до 18 зайцев, а с короной от 26 до 28. Чтобы не запутаться, можете просто запомнить правило -3. Отнимайте 3 от общего числа животных в источнике, и это будет ваш резерв. Как видите, минимальный цикл в 3 дня начинается с 22 зайцев. Но для своих дальнейших экспериментов я установил лимит на 24. Это своего рода страховка, потому что когда много охотников, они могут случайно убить на 1 или 2 зайцев больше резерва. Такой запас позволяет сохранить минимальный цикл размножения даже при небольших погрешностях. Следует отметить, что на диких животных, как и на свиней, действует бонус от леса.
но работает он иначе. При размножении есть вероятность, что вместо одного зайца появится сразу два, и шанс этого события равен проценту леса в регионе. В моем случае лес занимал 55% площади, а депозит составлял 28 зверей. Исходя из этих условий, мы можем примерно предсказать годовой объем продукции. Для этого нужно количество дней в году разделить на цикл и прибавить процент, равный проценту леса. Как вы видите в верхней части таблицы, у меня получилось 189 единиц. Это ориентировочная цифра без учета перков. И реальные результаты тестов оказались к ней очень близки. Здесь я советую ориентироваться на показатели меха, так как мясо охотники дополнительно собирают с капканов. Для чистоты эксперимента я сделал сохранение и каждый раз проматывал год заново, меняя количество семей. В правой колонке я отдельно выделил результат, который получается, если выставить резерв всего на единицу меньше самого депозита. В моем случае при депозите 28 я поставил резерв 27. И как видите, показатели меха и мяса упали почти в 2 раза. Это подтверждает, что животным нужно оставлять достаточно свободного места для размножения. Также я проверил, влияет ли тип семьи на добычу. Замеры для семьи огородников и семьи без пристройки показали разницу всего в 1 единицу. Поэтому на охоту можно смело отправлять любую свободную семью. Главное, чтобы они жили неподалеку. Что касается капканов. На богатом источнике у меня получалось 10-12 дополнительных единиц мяса в год с одного лагеря. Однако строить больше 10 лагерей не имеет смысла. Количество мяса перестает расти. А вот на обычном источнике я такого бонуса не заметил. Что с одним лагерем, что с 10, дополнительно было всего 5 единиц. Впрочем, понаблюдайте за этим в своей игре. Я видел случаи, что у некоторых игроков капканы не приносили мясо даже на богатых источниках. Далее я покажу прием, который многие используют, особенно в начале игры. Как можно перегнать животных в более удобное место. Но перед этим на всякий случай сохранитесь. У некоторых игроков звери попросту убегали из региона. Все действия выполняйте на паузе. И чтобы перегнать животных, нужно поставить любое здание в их красную зону обитания, а затем его удалить. Для этого удобнее использовать строения, не требующие ресурсов, яму для трупов, лагерь охотников, привязную стойку или святыню. Потому что вам может потребоваться 10-20 таких манипуляций. Также можно использовать разметку поля или пастбища. На мой взгляд, лучше всего использовать лагерь охотников. Его достаточно просто удалить, и он не вырубает много леса. Как только новое местоположение зверей вас устроит, удалите все лишнее. Чтобы было проще найти и убрать эти постройки, используйте клавишу Tab. Она подсветит все ваши строения. А теперь давайте посмотрим на результаты охоты с разными перками. Начнем с каменщиков. Тут мы получаем дебаф в виде скорости работы охотников, но как видите на цифрах это не сказывается. Самый выгодный для охоты оказался перк жителей Фокленда. У нас появляются гончие собаки, и тут я получил мясо и меха больше всего. Рожденный в Альпах тоже дает неплохой бонус по добыче, но я ожидал, что он будет немного больше. Что касается общих рекомендаций. Для резерва используем правило -3. По количеству семей для обычного депозита достаточно одной семьи и одного лагеря. Но по возможности лучше отправить туда еще одну семью для страховки на случай, если кто-то заболеет. А вот для депозита с короной можно назначать от 2 до 10 семей. Но прежде чем строить много лагерей, убедитесь, что ваши охотники собирают мясо с капканов. Для этого зайдите во вкладку с ресурсами и сравните количество мяса и меха. Если меха меньше, значит капканы работают. А мы переходим к третьей категории нашего блока – промышленность. В эту категорию у нас попали ягнята и овцы. В одном из старых патчноутов, когда еще существовал отдельный перк овцеводства, описание размножения овец было следующим. Для начала процесса требуется наличие как минимум 2 особей в регионе. Срок вынашивания ягненка составляет 145 дней плюс-минус 1 день. А максимальное количество ягнят, которое может родиться в одном регионе, ограничено 2, каждые 10 дней. Исходя из этого мы можем посчитать, сколько максимум ягнят можно получить в год. Для этого разделим 365 дней на 10 и умножим на 2. В итоге получаем 73 ягненка. Фактически можно сказать, что максимум на самом деле 74, потому что когда мы разделили 365 на 10, мы получили 5 дней в остатке. И может так случиться, что в эти 5 дней мы получим 2 ягнят. Но это означает, что на следующий год мы уже получим 72. Поэтому в дальнейших расчетах я буду использовать 73 как теоретический максимум.
Теперь давайте рассчитаем минимальное стадо, которое потребуется для производства без простоев. Мы знаем, что цикл вынашивания равен 145 плюс-минус 1 день. Для расчета возьмем худший вариант, это 146 дней. Если разделить этот цикл на 10, так как каждые 10 дней мы получаем по 2 ягненка, получится, что нам необходимо 14,6 пар овец. Умножаем 14,6 на 2 и получаем 29,2. Нам надо немного больше 29 овец, значит размер минимального стада должен составлять 30. Но это теория, друзья, а что мы получаем на практике? В таблице вы можете заметить, что как раз на моменте с 30 овцами мы получаем максимальный результат. И далее при увеличении стада рождаемость не увеличивается. Чтобы понимать, сколько ягнят рождается в год, я проводил эксперимент, установив в мясной лавке резерв на ягнят в ноль и ориентировался на годовое производство баранины. Овец мясник в моем случае не трогал. Стадо оставалось всегда на одном уровне, потому что мясники работают быстро, а ягненку требуется от 1 до 3 лет, чтобы вырасти. За каждым стадом я наблюдал не менее 3 лет, показатели были разными и в меньшую, и в большую сторону, но максимальное количество в 73 единицы получить так и не удалось. Бывало 60 ягнят, бывало 70, но в основном цифры колебались в районе 65, поэтому я и внес эту цифру в итоговую таблицу. Видимо, есть какой-то скрытый шанс на беременность или может какие-то погрешности в счетчиках, поэтому позже в таблицах для экономических расчетов я введу коэффициент рождаемости CBR равный 0,89. Здесь я 65, наш фактический объем, разделил на теоретический в 73. А пока перейдем к производству ресурсов. При забое овцы и ягнята дают одинаковое количество ресурсов, 2 мяса и 1 шкуру. Но помимо этого овцы дают 9 шерсти в год, по единице каждый месяц, за исключением зимы, так как зимой их не стригут. Исходя из этого, на забой выгоднее отправлять именно ягнят. Как я уже говорил, мясники работают быстро, поэтому одной лавки в регионе будет достаточно. Помимо забоя там могут производить сосиски, но для этого понадобится свинина и соль. Если в вашем регионе нет богатого месторождения соли, открывать вторую мясную лавку я не советую. Но даже при наличии соли можно обойтись одной лавкой, периодически переключая ее на забой. Далее я подготовил для вас небольшую таблицу по производству одежды, чтобы вы понимали, сколько семей вам понадобится в то или иное здание. При расчете данных я исходил из того, что семьи жили непосредственно около работы, а рядом находился склад, выделенный под производство одежды. В таблице указан объем производства за год, при условии, что семьи работали именно в одном здании. Также я указал, сколько всего рабочих мест есть в каждом из них. Обратите внимание, что в доме овцеводов мест для работы нет, поэтому там объем производства увеличивается кратно количеству семей. В других же зданиях есть ограничения. Например, сапожники и портные имеют всего по 2 рабочих места, поэтому при добавлении третьей семьи большого прироста в объеме производства уже нет. В сыромятне и ткацкой мастерской по 3 места. Там увеличение более заметно, хотя прирост тоже невелик. Поэтому по 2 семьи в этих зданиях вполне достаточно. Если же вам нужно серьезно увеличить объемы, то лучше открыть дополнительное здание. Прежде чем перейти к общим рекомендациям, хочу обозначить несколько моментов. В зимние месяцы овцы могут погибнуть на большой высоте, поэтому не стоит располагать пастбища в таких зонах. Посмотреть, где находится возвышенность, можно в меню строительства. Но существует перк, рожденный в Альпах, который делает животных более выносливыми, и они перестают гибнуть. Также есть перк, влияющий на работу пастухов, кузнецы по САУ. В этом случае вы будете получать немного меньше шерсти. Например, если с 10 овец за год выходит 90 единиц, то с этим перком получится 75. Что касается размеров пастбищ. Если вы хотите сэкономить место, более вытянутые участки займут меньше площади. Для сравнения, квадратное пастбище размером с лагерь охотников дает 12 мест, а полоски на той же территории позволяют разместить уже 78 животных. Выглядит это, конечно, так себе, но для кого-то может эффективность превыше всего. Также обращаю ваше внимание на работу сыромятни. Бонус от леса увеличивает ее эффективность. Считается так же, как и для свиней, но работает следующим образом. Если эффективность, например, составляет 1,15, вы получите на 15% больше продукции. То есть из 100 шкур у вас выйдет 115 кожи. Что касается рекомендаций. Оптимальное стадо, на мой взгляд, это 55 овец.
Чтобы его содержать, вам понадобится одна семья в дом овцеводов, одна в ткацкую мастерскую, две семьи портных. Тут я бы рекомендовал прокачать одиночный дом на 3 уровень. Далее мясная лавка, одна семья, сыромятня, одна семья и сапожная мастерская. При этом вы будете получать в год примерно 130 мяса, почти 500 одежды и более 65 пар обуви. На этом, друзья, с производством мы заканчиваем и переходим к главному вопросу, кого покупать. Перед вами расчеты дохода по каждому животному. Сразу уточню, здесь посчитан доход именно за период, а не среднегодовой. Например, если мы сейчас в таблице поменяем период, доход сразу возрастает. Это база, от которой мы отталкиваемся. Также я заложил в расчет эффективность и коэффициент рождаемости CBR, который мы обсуждали ранее для овец. Если мы меняем коэффициент на единицу, то вместо 4 ягнят на второй год мы получаем уже 5. Это означает, что овца на второй год родит нам 3 ягнят вместо 2. Такое, конечно, может произойти в игре, но мы будем брать в расчет фактический показатель, чтобы сравнение было максимально близко к реальной игре. С той же целью для свиней я применил коэффициент эффективности 1,14. Исходя из того, что навряд ли у вас будет голый регион, я поставил коэффициент при 50% леса. Давайте вернем первоначальные значения для овец и посмотрим на таблицу чистой прибыли по годам. Здесь я просто вычел из общего дохода себестоимость каждого животного. Как видите, если мы будем просто продавать сырье без всякой переработки, свиньи выглядят явными фаворитами. А козы в первый год вообще не окупаются и уходят в минус. Тут можно сделать вывод, что как минимум в начале игры выгоднее вкладывать деньги в свиней. Но спешить мы не будем, потому что шкуры и шерсть можно переработать. Плюс ко всему эти ресурсы не портятся, поэтому их можно просто складировать до тех пор, пока не наладится производство. Теперь давайте посмотрим на промежуточную переработку. В таком случае картина начинает меняться. Козы начинают обходить кур, а овцы подтягиваются к свиньям. Но и это всего лишь промежуточное сырье, ягнят можно отдать на забой, а пряжу с кожей отправить на производство одежды. И вот теперь перед вами таблица, на которую мы и будем опираться в финальных выводах. Тут овцы и свиньи уже немного впереди коз, но я предлагаю все-таки учесть в расчетах молоко. Мы не можем его продавать, но и совсем обесценить, мне кажется, неправильно. Учитывая, что молоко быстро портится, предлагаю оценить его в полмонеты. На мой взгляд, это будет справедливая цена. Вы можете спросить, почему я не беру в расчет ягнят, ведь они стоят дешевле овец. Здесь все просто. Ягненку нужно вырасти, чтобы давать ресурсы, а это минимум год. За это время взрослая овца уже себя окупит и принесет прибыль. Поэтому ягнят в этом списке нет. Их лучше покупать и отправлять на забой только когда в регионе проблемы с мясом. Для импорта мяса это лучшая цена. Но для постоянного производства сразу берите овец. А еще я хочу показать вам исключительный случай, это когда вам досталась соль с короной. Из одной свинины и одной соли можно сделать 2 сосиски, по 7 монет. Мы получаем 14, вычтем из них 5 за соль, и ценность мяса возрастает до 9 монет. В таком случае свиньи просто вас озолотят. Возможно, я запишу видео в таком регионе, но вернемся к вопросу. Так кого же покупать? Как видите, куры очень сильно отстают. Их вообще можно не покупать. Потребности домов 4 уровня вы спокойно закроете садами. А остальные животные уже выглядят более сбалансированно. Что касается овец. Если покупать больше 30, то из-за ограничения в размножении ваша чистая прибыль начнет падать. Лучше купить 10-20 в течение первых 2 лет. Этого будет достаточно. Пока вы будете развивать поселение, ваше стадо само вырастет до нужных размеров. Свиньи и козы. Для них, думаю, неплохое соотношение 40 на 60%, проще говоря, 2 к 3, на 2 загона со свиньями, 3 загона с козами. На ранних этапах игры я бы рекомендовал свиней. Вот такой, друзья, получился анализ, тут только сухие цифры, и я не учитывал 2 момента. Во-первых, это стоимость торгового пути. Если вы решите продавать готовые товары, то нужно купить маршрут, а это дополнительные расходы. Во-вторых, личное потребление. Мои расчеты – это чистый потенциал производства, который вы можете направить на экспорт. Поэтому делайте небольшую поправку на эти моменты. В конце я подготовил для вас небольшую таблицу по всем животным.
Она очень общая, но будет полезна особенно новичкам. Быстренько по ней пробежимся. Валы. Очень высокий приоритет. Первая покупка, далее по необходимости. В пильную яму, в житницы и так далее. Лошади. Очень высокий приоритет. Вторая покупка. Как только появились деньги, сразу купите лошадь для торговца. Далее уже покупаем под каждого торговца по необходимости. И не забываем назначать факторию. Следующие овцы и свиньи с высоким приоритетом. Покупаем 10-20 овец за первые 2 года, а свиней можно несколько хозяйств в первый год, а потом до конца игры по необходимости. Козы. У нас тут идет средний приоритет. Они понадобятся вам в игре чуть позже, добавят разнообразие по мясу и помогут в производстве обуви. Их советую покупать со 2 года и до конца игры. Куры. Тут у нас приоритет низкий, покупаем по желанию. Не вижу особого смысла покупать их в начале игры, разве что вы прям очень быстро, чуть ли не в первый год, хотите прокачать дома на 3 уровень. Поэтому их покупаем по желанию, особой нужды в курятниках нет. И последнее это у нас ягнята. Приоритет ситуативно. Ягнят советую покупать только для забоя в регионе, где вам не хватает мяса. Но с такой проблемой можно столкнуться скорее в большом городе, где больше 200 семей и нет богатых источников рыбы или дичи. Вот такой, друзья, получился гайд. Надеюсь, вы получили ответы на свои вопросы. А если нет, то пишите их в комментариях. А на этом, друзья, у меня все. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. До новых встреч. Всем пока.